Всем привет, дорогие друзья! Рад снова видеть вас на своем канале Ник Кухня. Сегодня, как вы можете наблюдать, необычный для нас формат, потому что у нас целый день идет дождь в Сочи, но мы не можем не снимать видео. Вы же по нам скучаете, пишите комментарии, снимайте почаще, побольше. Поэтому мы приняли решение снять это видео дома, на кухне, в домашних условиях. И, кстати, если вам понравится такой формат, вы напишите в комментариях, почему. Нам очень важно знать. Да потому что у нас здесь в Сочи зима как таковая, снега-то нет. У нас постоянно вместо снега у нас постоянно идет дождь. Вот. И сейчас, начиная с декабря месяца по март-апрель, у нас будут часто дожди, и надо как-то выкручиваться, надо как-то видео снимать. Поэтому что вы скажете на то, если иной раз мы будем снимать видео дома, на кухне, и нам так проще, тепло, не мокнуть, потому что навеса у нас никакого нет. Так что пишите в комментариях, для нас это очень важно. Ну а сегодня мы решили приготовить в такую промозглую дождливую погоду горячие, вкусные, сочные хачапури по-аджарски. Приступаем. Для нашего сегодняшнего блюда у нас вот такой замечательный домашний сыр сулугуни. Но начнем мы не с него, начнем мы с замешивания теста. Итак, для теста нам понадобится емкость, мука, около 400 грамм. Муку я уже просеял, поэтому второй раз уже просеивать не буду. Высыпаем в нашу емкость для замешивания. Сюда же добавляем примерно 5-6 грамм сухих дрожжей. Оп. Вот так. Много не надо, а то ярко выраженный вкус и аромат дрожжей будет. Дальше добавляем сюда одно куриное яйцо. Дальше добавляем сюда 2 столовые ложки растительного масла. Дальше добавляем сюда половину чайной ложки сахарного песка и половину чайной ложки соли. Сюда же вливаем 250 мл теплого молока. И начинаем замешивать тесто. Сначала делаем это аккуратно ложкой, ну а потом уже будем домешивать руками. Напишите, друзья, какое тесто вы любите для хачапури и делаете ли вы вообще хачапури дома. Мы вот очень любим, мы в кафе, когда идем в какое-то, всегда заказываем, ну не только по-аджарски, но и по-меретински там. Ну, мне вот по-аджарски больше всего нравится, и Лизе в том числе, нравится, когда желточек вот этот сверху, отрываешь кусочек, раз, желток макнул, ешь, это же самая вкуснятина. Особенно если сыра много, особенно если сыр хороший, потому что не везде хороший сыр кладут. Где-то кладут какой-то там, мы как-то раз нарвались в одном кафе, мне показалось, что даже копченый сыр добавили. Но этого, конечно, быть не должно. Какой хачапури с копченым сыром? Лучше всего сулугуни домашний или адыгейский. Он такой, или можно добавить, например, смешать, если у тебя, например, сыр соленый сильно, то можно добавить творог такой рассыпчатый, и получается у тебя творожный такой больше. Но это уж куда лучше, чем, например, с копченым сыром. Хотя, опять-таки, на вкус и цвет товарищей нет. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Это вот ложкой, что мы намешали. Теперь, естественно, с ложки мы снимаем лишнее тесто и уже дальше вымешиваем его руками. Поехали. Пока что оно липнет к рукам, но вымешиваем как раз-таки до тех пор, пока оно абсолютно перестанет прилипать. Как только тесто прилипать перестало к рукам, значит оно полностью замешано. Тесто у нас более-менее схватилось. Вот что получилось. Сейчас я еще немного муки добавлю на доску, и мы нашего колобка домесим. Все, и начинаем его уже делать максимально эластичным, максимально плотным.
Все, тесто мы подготовили. Вот такая вот она замечательно получилась. Убираем обратно в нашу емкость, где замешивали. И минут на 30 в теплое место. Но у меня есть небольшой лайфхак. Я просто эту емкость поставлю на теплый пол. Вот и все. Этого будет абсолютно достаточно. Ну что, прошло минут 20. Тесто потихоньку наше поднимается. Я вообще поставил на духовку. Духовку мы включили на 180 градусов, разогреваем ее. Пришло время натереть сыр. Самый основной ингредиент в хачапури. Ну, такая головка слишком большая, конечно, будет. Ну вот, я думаю, вот такое количество. Но если что, если не хватит, подотрем еще. Вот, это не проблема. Так, этот пока в сторонку убираем. Ну, поехали. Сыр, конечно, мягковат. Его не очень комфортно тереть. Но, тем не менее, все у нас получится. Вот так чуть-чуть, видите, я руками поджимаю, вот снизу и сверху, чтобы он поплотнее был. И тру. Сейчас новомодные комбайны всякие, кухонные, чудо-терки, чудо-мясорубки. Я не знаю, надо, конечно, съездить в магазин электроники как-нибудь, да, Оль, посмотреть, что там продается. Потому что мне кажется, что я уже в таком каменном веке нахожусь, что сейчас кнопку нажал, у тебя эти хачапури уже как на фабрике, одна за другой выезжают, готовые, уже и сыром посыпаны, и натертые. Но зато все руками, все с любовью. Представляешь, как Лиза будет довольна? Она обожает их просто. Красота. То, что надо. Друзья, кстати, как вам такой контент домашний? Ведь самое интересное, что сегодня, мы не то чтобы прям специально сильно планировали снимать. Мы просто решили приготовить хачапури по-аджарски. Себе сами на вечер. Сегодня пятница у нас. Вот, погода плохая, как я уже говорил, и захотелось что-нибудь такого, знаете, включить какое-нибудь кино на телевизоре, какую-нибудь комедию добрую, сделать такие две вкуснейшие, мощнейшие хачапури, ну и провести пятничный вечер дома, валяясь на диване, закусывая диетическим хачапури. Вот. И вот, собственно, решили спонтанно снять. Напишите, нравится, не нравится. Если нравится, мы будем стараться почаще делать какие-то такие небольшие видеорецепты. Вот все, дотерли мы. Эх, чуть-чуть осталось сейчас. Скользит немножко. Все, отлично. Ну что, полчасика прошло. Пришло время формировать наши хачапури. Для этого на нашу рабочую поверхность насыпем немного муки. Для того, чтобы их раскатать. Вот так прям пошире. Чтобы не осталось таких вот свободных мест, чтобы не прилипали наши хачапурины. Оп. И чуть-чуть вот так на руку скалку нашу смажем. О, все, готово. Дальше берем нашего колобка. Стоит на теплой духовке. Опа. Вываливаем на доску. Чтобы хачапури были одинаковые, нам надо разрезать наш кусок теста пополам. Вот так прям ножом. Все. Один кусочек в сторонку. И приступаем к раскатке. Вот так сейчас мы его сплющим. И аккуратно, сильно не давим, начинаем растаскивать тесто по поверхности. Сначала в длину, затем в ширину. После того, как раскатали наш блинчик, начинаем выкладывать на него сыр. Сначала я кладу сыр по краям. И его я буду заворачивать в бортики. Потому что терпеть не могу, когда бортики сухие, кусаешь там одно тесто. А когда они с сыром, это совсем другой разговор. Кстати, я в первую очередь по этому признаку и определяю, хороший хачапури в
том или ином заведении или нет. Когда начинаешь кисточки вот эти отрывать, чтобы макнуть в сыр или в яичный желток, и они, например, просто из теста сухие, в них сыр не вбит, ну, сразу у меня закрадываются уже первые подозрения о том, что хачапури делают не очень в этом заведении. Вот так, не жалеем, выкладываем, щедро, для себя делаем. Красота. Теперь заворачиваем наши бортики. Вот так аккуратно. Раз, оп, оп. Концы пока вот так оставляем. Заворачиваем, не стесняемся. Вот так лепим. Таким вот образом. И теперь, как мы сюда подошли, вот эти кончики туго-туго между собой скрепляем. Вот таким образом. Здесь то же самое. Теперь вот самое для меня, например, проблематичное, это переложить вот эту заготовку на наш противень. Духовка у нас небольшая, противень маленький, поэтому будем готовить по одной. Кладем ее, в моем случае, наискосок, вот так быстренько. Оп. Все, после того, как наша заготовка находится на противне, уже насыпаем сыр вовнутрь нашей хачапури. Так проще. Проще насыпать, когда он уже на противне лежит, потому что сыр достаточно тяжелый такой, и потом сложно будет вместе с ним заготовку в противень переложить. Поэтому сначала перекладываем, а уже потом сыпем начинку. Я думаю, вот так будет достаточно. Больше не надо, чтобы все было ровненько. Так распределяем, хотя он сейчас все равно подтает. Далее я растопил немного сливочного масла для того, чтобы смазать наш сырный пирожок, наш хачапури, вот так по краям. Это придаст золотистый цвет, золотистую корочку. Тесто у нас не подгорит, оно зарумянится как следует. В общем, будет аппетитно, вкусно. Все, вот такая вот лодочка у нас получилась. Я бы даже сказал, не лодочка, а целая лодка. Сделали мы огромную. Пришло время убирать в духовку. Да, как я уже говорил, повторюсь еще раз. Духовка разогрета до 180 градусов. Убираем мы ориентировочно на 15-20 минут. Просто будем смотреть. Как только она вся зарумянилась, зазолотилась, значит, хачапури наш готов. Можно вынимать. В среднем, в зависимости от размера, это 15-20 минут. Ставим таймер. Пока первая лодочка запекается, осталось ей еще минут 10, мы подготовили вторую. Вот выложили заранее на пергаментную бумагу. Все, сейчас добавляем сыр, чуть-чуть дотрем, помажем маслицем, и она будет ожидать свою очередь, своей участи. Ну что, первая лодочка у нас готова. Я добавлял еще 5 минут. Они у нас получились большие. В общей сложности она готовилась у нас не 20, как я говорил, а 25 минут. Достаем. Ух, красота. Ух, красота, ребята. Одну лодочку сняли, горячая. Кладем сразу вторую. Вторая у нас на подготовленной бумаге. Брысь отсюда, кошка лезет. И отправляем ее также в нашу духовку. И, соответственно, ставлю сразу 25 минут. Сразу же, пока наша лодочка горячая, отрезаем пару кусочков сливочного масла. Кладем вот так по краям. Пускай оно тает. Так. И гвоздь программы. Желток. Вот так отделяем от белка по-простому. И выкладываем. Раз. Яйца маленькие. Поэтому 2 будем желтка добавлять. Аккуратно,
чтобы его не порвать. Оп. И сюда. Красота? Красота. Ждем вторую лодочку. Ну что, у нас прошло еще 25 минут. Вторая наша лодочка тоже готова. Пришло время доставать. Ух. Вот это да. Вот это да. Выглядит просто невероятно. Так, сейчас мы ее аккуратненько. Оп. Оп. Так, ну и по старой схеме добавляем 2 кусочка сливочного масла. Можно, конечно, не добавлять, вы там сами как хотите, но назвать это блюдо диетическим язык не поворачивается. А добавить сливочное масло, это дает огромные плюсы к вкусу. Это очень вкусно. Оно растает, растекается, потом вы когда все это перемешаете. Так, а где яйца? Куда я делаю? А, точно, достаем 2 яйца. И точно так же отделяем желток от белка. Оп. И второй желточек. Ну что, наши хачапури готовы. Вот и настал тот самый кульминационный момент. Это момент дегустации. Мне очень хочется попробовать. Я очень люблю хачапури. Я думаю, да и вы тоже. Я еще не встречал человека, кто бы не любил хачапури. Наверное, только те люди, которые сыр не любят, могут его не любить. Смотрите, сколько сыра. Полностью все в сыре. Теперь берем кончик. Обязательно в желток. Вау. Это что-то с чем-то. Пробуем, друзья. Бомба. Это просто бомба. Нежнейшее тесто. Полное сыра. Во рту аж растекается. В желток со сливочным маслом макаешь. Вот такая вот красота. Просто прелесть. Не остановиться. Сложно говорить. Вот сколько сыра. Понимаете, о чем я говорю? Вот это хачапури. Конечно, возможно, в кафе где-то, в заведениях невыгодно им делать такие хачапури, просто потому что это очень накладно. Они будут очень дорогие, их мало кто будет покупать. Потому что столько сыра никто не кладет. Но мы-то делаем для себя, дома. Класс. Именно этот сыр, домашний сулгуни, идеальнее всего подходит. Просто супер. Он слегка соленый, в меру. Не сильно соленый. Растекся до однородной консистенции. Это просто прелесть. Горячая немножко. Поэтому я так аккуратно ее цепляю. Вот смотрите, что творится на нашей лодочке. Лиза будет в восторге. Это быстро, просто и очень-очень вкусно. Друзья, всем рекомендую. Что еще хочется сказать? Спасибо вам огромное за то, что вы со мной. Спасибо, что смотрите, пишите добрые комментарии, ставите лайки. Мне это очень приятно. Ну и до новых встреч. Увидимся в новых выпусках. Пока-пока.